Литовская компания Baltic Virus – ведущий в Северной Европе производитель велосипедов. Крупнейший в странах Балтии машиностроительный концерн BLRT Group с центром в Таллине владеет предприятиями в 6 европейских странах. На них работает около 4000 человек. Хотите знать больше? Смотрите дальше. Здравствуйте! Вы на канале Андрея Деменкова «Реальная Балтия». О том, как на самом деле живут и развиваются Эстония, Латвия и Литва без мифов российско-белорусской пропаганды. А один из главных вымыслов о нас – якобы упадок промышленности в постсоветский период, тотальная деиндустриализация региона. Поэтому с лета прошлого года на канале выходит большой сериал о нашей обрабатывающей промышленности, которая на самом деле давно уже и по объемам производства, и по качественному содержанию превзошла советский уровень. В конце июля вышло первое видео. В нем я рассказал, какой была индустрия в конце советского периода, через какие потрясения она прошла в 90-е после открытия мировому рынку и к каким результатам пришла сегодня. Тогда разговор шел в основном на уровне общей статистики. Затем последовали отраслевые выпуски с конкретными примерами предприятий в Эстонии, Латвии и Литве. Серия оказалась заметно больше, чем я планировал изначально. В прошлом году вышли обзоры пищевой промышленности, легкой промышленности и стройматериалов, 2 серии о лесообработке и еще 2 о химической отрасли. В начале нового 2026 года я выложил на канале 6-й выпуск, который посвящен металлургии и металлообработке стран Балтии. В феврале пришла очередь 7-й темы – машиностроения. 2 недели назад в открытый доступ поступила первая часть обзора, в которой я представил данные статистики по всей отрасли и привел несколько примеров крупных компаний общего и электротехнического машиностроения. Все они собраны в одном плейлисте, ссылку найдете в описании. Сегодня представляю вашему вниманию вторую серию, которую спонсоры проекта, спасибо за вашу поддержку, друзья, давно уже посмотрели. В ней я познакомлю вас с парой десятков предприятий транспортного машиностроения Эстонии, Латвии и Литвы, среди которых есть настоящие звезды международного класса. Это уже тот уровень, который говорит о неплохом развитии местного машиностроения даже на европейском фоне. И сразу представляю вам североевропейского лидера в своей сфере. В 1948 году в Šiauliai был основан велосипедный завод, который в 1993 прошел через приватизацию и стал литовско-германским предприятием Baltic Virus. После пары перепродаж в 2019 его купил холдинг KGK Sports с центром в Люксембурге. Нынче Baltic Virus – крупнейший в Северной Европе производитель велосипедов и электровелосипедов, работающий прежде всего как ОИМ-производитель для европейских брендов. 6 производственных линий позволяют выпускать более 1700 моделей с суммарной мощностью до 500 тысяч велосипедов в год. В 2024 году выручка Baltic Virus составила 114 миллионов евро. Средний штат держался на уровне около 300 работников. Компания подчеркивает экспортную ориентацию. Лишь небольшая часть продукции остается в странах Балтии. Основная же уходит в 14 стран, включая, например, Германию, Нидерланды, Данию, Австрию, Финляндию и Швейцарию. Советофилы любят оплакивать производивший когда-то неконкурентоспособные на мировом рынке микроавтобусы латвийский RAV, приводя его как яркий пример развала промышленности в странах Балтии. Однако на смену этому неповоротливому советскому гиганту пришло множество не таких размашистых, зато современных и гибких предприятий автомобилестроения, прекрасно интегрированных в мировой рынок, но о которых оплакивающие советскую промышленность ничего не знают. Эти заводы производят в основном компоненты для европейских автомобилестроительных компаний. Их можно разделить на 2 блока. Первый – производители механики. Norma Autoliv Estonia – один из самых старых и при этом вполне современных заводов Таллина. История предприятия ведется с 1891 года. Тогда родилась мастерская по металлоизделиям, а название Norma закрепилось за производством с 1931 года. В советский период это было производственное объединение по выпуску систем безопасности для автотранспорта, а в постсоветской Эстонии завод перешел в формат акционерного общества и постепенно стал частью глобальной автопромышленной цепочки. Ключевой поворот – сделка со шведским гигантом Autoliv. В октябре 1999 года мировой лидер по автомобильным системам безопасности приобрел 49,5 акций Norma.
а к 2010 году нарастил долю до 94%. Сегодня Norma работает как предприятие группы Autoliv и производит компоненты автосистем безопасности для автопроизводителей по всему миру. Профиль завода – компоненты и узлы ремней безопасности, а также сопутствующая металло- и пластикообработка и производство оснастки. На площадке есть штамповка листового металла, термообработка, гальваника, литье пластмасс, сборочные линии и инструментальное производство. На сборке выпускают в частности катушки, ремни, замки, высотные регуляторы и элементы, блокирующиеся при ударе. Основные поставки для Volvo, Scania и Volkswagen. В 2024 году выручка составила более 91 миллиона евро. И все 100% дали экспортные поставки. Штат работников превышал 770 человек. В Латвии производство автокомпонентов не так развито, как в Эстонии или тем более в Литве, и все же и здесь есть по меньшей мере один крупный игрок. Dynix Латвия – латвийская производственная площадка датской группы Dynix, работающая в сегменте автокомпонентов. Компания зарегистрирована в 1999 году и расположена в окрестностях Елгавы, а основная продукция – выхлопные решения для грузовиков, автобусов, тракторов, дизель-генераторов и сельхозтехники, включая комплектующие как для рынка запчастей, так и для ОИМ направления спецтехники. Технологически это непростые банки. Dynix развивает линейку систем выхлопа и очистки выбросов с современными решениями под экологические нормы и подчеркивает наличие типовых одобрений для части продукции Евро-6. Средняя численность работников в 2024 году 406 человек. Оборот превысил 44 миллиона евро. Бизнес предприятия абсолютно экспортный. По данным годового отчета, 98% продукции экспортируется. Ключевые рынки в 2024 году – Европа, США и Турция. Отдельно отмечено, что с марта 2024 года все операции с Россией остановлены. Ранее это было около 20% оборота. Теперь будут примеры по Литве, которая отчетливо доминирует в регионе в сфере производства автокомпонентов. Schmitz Cargobull Baltic – литовская производственная площадка немецкой Schmitz Cargobull, одного из крупнейших европейских производителей прицепов и полуприцепов. Предприятие основано в Поневежесе в 1991 году, а в 1999 концерн Schmitz Cargobull стал его владельцем и начал масштабные инвестиции в качество и оптимизацию производства. Профиль завода – кузова и изотермические решения для коммерческого транспорта. В Поневежесе выпускает термоизоляционные панели, ферропласт и изотермические и тентованные кузова. Это производство полного цикла, от стального листа и до конечного продукта. В 2019 году на заводе ввели в строй новый пресс для вспенивания системы ферропласт, что, по сообщению компании, увеличило мощность выпуска утепленных прицепов и полуприцепов с 10 до 30 единиц в день. Это по-настоящему крупный бизнес. В 2024 году оборот Schmitz Cargobull Baltic составил 218 миллионов евро. Общее число занятых превышает 530 человек. Экспорт в то же время достиг 77% продукции, то есть предприятие в значительной степени работает на внешние рынки в рамках европейской цепочки Schmitz Cargobull. CIE LT Forge – литовское предприятие испанской группы CIE Automotive, специализирующееся на выпуске кованых и механообработанных деталей для автопрома. Строго говоря, это металлообработка, но как составная часть автомобилестроения. По собственному описанию компании, это современное металлообрабатывающее производство, работающее именно на automotive и закрывающее цепочку высокой добавленной стоимости. Резка заготовок, штамповка и ковка, мехобработка, термообработка, а также изготовление оснастки. Номенклатура – детали для силового агрегата и коробки передач, трансмиссии и тормозов, шасси и других конструктивных узлов. Компания зарегистрирована в Литве в 1996 году и работает как экспортоориентированная автокомпонентная площадка, вся продукция которой уходит за рубеж. В 2018 году, после инвестиций порядка 10 миллионов евро в расширение, в том числе запуск второй линии по выпуску валов, предприятие сообщало о резком росте производственных возможностей и о заключении контрактов с заводами Audi, Renault и Volkswagen в Европе. Хороший индикатор того, что завод встроен в цепочки европейского автопрома. В 2024 году выручка составила без малого 58 миллионов евро. Средняя численность работников превышала 220 человек.
А теперь переходим к подотрасли, которая является одной из самых сильных в машиностроении региона. В странах Балтии, как вы уже могли видеть, сильны позиции производителей автомеханики, но еще с большим размахом поставлено производство автоэлектрики и электроники. Stone Ridge Electronics, крупное предприятие автокомпонентной электроники, работает в Эстонии с 1998 года и принадлежит американской компании Stone Ridge BV. Stone Ridge Electronics занимается разработкой, дизайном и производством электронных систем для транспортной техники, прежде всего для грузовиков, автобусов и внедорожной техники. Речь идет о системах информирования водителя, камерах и модулях камер, сенсорах, электронных блоках контроля и коммутаций. В 2024 году на заводе стартовало серийное производство нового продукта Mirror Eye. Это система камер вместо боковых зеркал, которая выводит изображение водителю на экраны в кабине. Также продолжалась загрузка и расширение SMT-линии, поверхностный монтаж печатных плат. К концу года завод вышел на режим 2 смен и готовился к 3-сменному формату под рост серийных программ. Выручка компании в 2024 году превысила 100 миллионов евро. Вся продукция ушла на экспорт, в основном в Бельгию, Швецию, Францию, Германию и Нидерланды. Средняя численность сотрудников около 280. Из них 74 на конец 2024 работало в центре разработок предприятия. По Латвии примеров для этого блока я не нашел. Зато Литва с успехом отработает за двоих. ПКЦ Group Lifunia – крупная литовская площадка финской группы ПКЦ, которая в свою очередь входит в нидерландскую группу Motorson. Основана в Поневежесе в 2014 году и выпускает электрику для коммерческого транспорта. По сути, преемница эстонской компании ПКЦ Eesti, которая тоже входит в группу. До 2015 года это был весьма крупный производитель автоэлектрики со штатом свыше 700 человек. Но затем финское руководство, недовольное высокими расходами на рабочую силу и нюансами ведения бизнеса в Эстонии, приняло решение перевести производство в Литву. Заводы в Хаапсалу и Кейла были закрыты, оставлен лишь торгово-логистический центр в Таллине, на котором занято 80-90 работников. Профиль ПКЦ Group Lifunia – производство электрических распределительных систем и связанных компонентов, то есть в первую очередь кабельные жгуты, электропроводка и интегрированные электрические системы для производителей грузовиков и другого коммерческого транспорта. На начало 2026 года на 2 предприятиях в Поневежесе и Клайпеде было занято свыше 1500 работников, а на пике в 2023 более 2300, что делает компанию одним из крупнейших индустриальных работодателей Литвы и всей Балтии. Выручка за 2024 год составила без малого 43 миллиона евро. Все 100% дал экспорт в Польшу, Финляндию, Швецию и другие страны. В прошлом выпуске я уже упоминал шведского гиганта AQ Group, у которого в Эстонии есть аж 3 фирмы. В Литве у него тоже имеется видный производитель – компания AQ Wiring Systems, которая специализируется на выпуске автомобильных кабельных жгутов и электромеханических модулей. Литовское юрлицо IQ Wiring Systems зарегистрировано в 2001 году и базируется в Поневежесе. По профилю это промышленная работа под заказ, инжиниринг, проектирование, производство и экспорт автомобильных кабельных жгутов и электромеханических систем для автопрома и родственных сегментов. В 2021-2022 годах компания построила новый корпус завода порядка 17 тысяч квадратных метров с потенциалом до 1500 рабочих мест. На конец 2025 года на предприятии было занято 1200 работников. Оборот компании в 2024 превысил 78 миллионов евро, все 100% дал экспорт, а в перечне направлений фигурирует широкий набор стран, в первую очередь Евросоюза. Успешно развивается автомобильный кластер в свободной экономической зоне под Каунасом. Там находится крупнейший в отрасли инвестиционный проект – завод по производству автокомпонентов, который с 2017 строит под Каунасом немецкий гигант Continental AG. Первая очередь стоимостью 95 миллионов евро была построена в 2022 году, и сразу же было принято решение инвестировать еще 90 миллионов в расширение завода. Изначально литовская компания называлась Continental Automotive Lifunia, но с 7 ноября 2025 года вслед за вычленением из Continental бизнеса автоэлектроники под бренд Aumovio
юрлицо переименовано в Aumovio Lithuania, а вторая очередь получила название Aumovio Autonomous Mobility Lithuania. Завод выпускает электронику для направления автономного и ассистированного вождения, безопасности и комфорта, включая решения уровня ADAS и сенсоры. В литовской прессе это прямо описывается как производство систем помощи водителю и датчиков в контуре Automotive подразделения Continental. Предприятие работает на европейский рынок и встроено в международные цепочки поставок Continental. Практически вся продукция отгружается автопроизводителям и крупным индустриальным заказчикам за пределами Литвы. То есть предприятие, по сути, изначально экспортно ориентировано. В 2022 году оборот Aumovio Lithuania составил 149 миллионов евро. Более свежих данных, к сожалению, нет. Известно только, что число занятых на конец 2025 превышало 500 человек. Оборот Aumovio Autonomous Mobility Lithuania, которая начала работу после 2022 года, вообще неизвестен. Но есть данные по числу работников на конец 2025 – 310. Таким образом, в сумме на предприятии занято свыше 800 работников. Hella Lithuania – литовская производственная площадка группы еще одного немецкого гиганта Forvia Hella в Каунасской свободной экономической зоне. Проект стоимостью 30 миллионов евро также стартовал в 2017, а производство было запущено уже в 2018 году. По профилю это автомобильная электроника. На литовском заводе выпускают электронные компоненты для автопрома, включая датчики положения, уровни меры, контроллеры, в том числе моторные, дальнобойные радары и другие компактные электронные узлы. Вся эта продукция ориентирована на глобальные цепочки поставок автопроизводителей. В описании самой компании указано, что основные рынки сбыта находятся в Европе, Китае, Северной и Южной Америке, то есть предприятие изначально работает на внешний рынок. Выручка в 2024 году составила 210 миллионов евро. Средняя численность работников в 2025 превышала 460 человек. Здесь несомненный лидер Эстония. Компании, которые явно доминируют в регионе. Baltic Workboats BWB – ведущая эстонская верфь по строительству рабочих судов Workboats из алюминия и стали. Базируется в Насво на острове Сааремаа. Компания основана на базе предприятия, созданного в 1967 году и основательно модернизированного в 2000. Строится широкий спектр судов длиной примерно от 10 до 45 метров. Патрульные и лоцманские катера, паромы, в том числе электрические гибридные, исследовательские и спецсуда. В публичных материалах BWB регулярно подчеркивает компетенцию в высокоскоростных всепогодных решениях и в оснащении судов современными системами наблюдения и поиска и спецоборудованием. Это ярко экспортно ориентированное предприятие. За последнюю четверть века BWB поставила в 30 стран 215 судов. В портфеле последних лет контракты и проекты для госструктур и операторов в разных странах, включая, например, многоцелевое патрульное судно для Эстонии по контракту на 16 миллионов евро, экология, патруль, спасательные работы, пожаротушение, гидрография. Отдельный показатель масштаба экспортных перспектив – контракт с бельгийской DAP Blås на 110 миллионов евро на проектирование и строительство двух 80-метровых лоцманских станционных судов с дизель-электрической гибридной установкой с прицелом на переход на более чистые виды топлива. В 2024 году выручка Baltic Workboats составила 52 миллиона евро. В 2025 она фактически удвоилась до 104 миллионов. В третьем квартале 2025 на предприятии насчитывалось свыше 200 сотрудников. LTH BAS – один из самых заметных игроков морского инжиниринга и судоремонтного сервиса стран Балтии, который базируется в Таллине. Как бренд, компания ведет историю с 1934 года, но нынешнее юрлицо LTH BAS зарегистрировано в коммерческом регистре Эстонии с 1998 года. Это не верфь полного цикла, а подрядчик под ключ для судов и судостроения. Компания специализируется на сложных технических работах, инженерии и проектировании, оснащении новых судов, модернизациях и ретрофитах, ремонте и переоборудовании, включая проекты, связанные с декарбонизацией. LTH BAS позиционирует себя как международного поставщика услуг.
обслуживает круизные и грузовые суда и выполняет работы не только в Эстонии, но и на круизных и военных судостроительных площадках по всему миру. Компания имеет два дочерних предприятия – LTH BAS SAS и LTH BAS SRL, которые осуществляют судостроительные работы во Франции и Италии. В 2024 году LTH BAS показала 110 миллионов евро выручки, из них 87 миллионов в Эстонии. Численность персонала у компании заметно меняется по годам и кварталам, что типично для проектного судоремонтного бизнеса с волнами крупных заказов. В 2023-2024 годах глобальный штат в среднем составлял 550-600 человек, из которых в Эстонии порядка 400. А теперь представляю регионального лидера не только в судостроении и судоремонте, но и в машиностроении вообще. Созданный на базе основанного еще в 1915 году Балтийского судоремонтного завода БСРЗ, многопрофильный концерн БЛРТ Групп с центром в Таллине – редкий пример того, как красный директор сумел стать отличным бизнесменом. Федор Берман еще в начале 90-х руководил госпредприятием, а в 1996 году завод заключил договор выкупа арендуемого госимущества, после чего началась новая корпоративная история группы. Сегодня БЛРТ – крупнейшая машиностроительная группа Балтии и вообще один из крупнейших промышленных холдингов региона Балтийского моря. Свыше 4000 сотрудников, из них примерно 1500 в Эстонии, десятки дочерних компаний и совместных предприятий в Эстонии и за ее пределами, в Латвии, Литве, Польше, Финляндии, Норвегии. Ядро группы – судоремонт и судостроение, вокруг которого выстроены металлоконструкции, машиностроение и сервисные направления. Судоремонтный блок БЛРТ Repair Yards объединяет три ключевые верфи – Tallinn Shipyard, Western Shipyard, Клайпеда и Turku Repair Yard, Финляндия, район Наантали. В сумме эти площадки обслуживают крупные объемы работ по ремонту, модернизации и переобслуживанию судов. В публичных материалах группы фигурирует ориентир порядка сотен судов в год. Характерная черта БЛРТ – ставка на тяжелую инфраструктуру и широкий спектр компетенций. В 2024 году на Таллинской верфи введен в строй новый плавдок длиной 180 метров и грузоподъемностью в 10 тысяч тонн, который заметно расширил возможности по обслуживанию более крупных судов. Финская площадка в Наантали оперирует одним из самых крупных доков в Северной Европе длиной в 265 метров. Помимо собственного судоремонта, группа работает как производитель и подрядчик по металлоизделиям и сложным инженерным проектам, строительство судов, создание морских и промышленных конструкций, компонентов и узлов, а также развивает сопутствующие бизнесы – от металлообработки до промышленных сервисов. О двух дочках БЛРТ я уже рассказывал в выпуске про металлургию и металлообработку. В 2024 году оборот группы составил 440 миллионов евро, а в одном из интервью в 2025 Берман озвучил сумму в 47 миллионов евро прибыли за предыдущий год. Важнейший кластер БЛРТ групп за пределами Эстонии – группа из двух десятков предприятий Western Shipyard в Клайпеде. Основа Western Shipyard – Vakro Laivo Gamykla. Две верфи, одна из которых построена в 1952, а другая в 1969 году. Они были приватизированы в 90-х, а в 2001 и 2010 стали собственностью БЛРТ групп. Профиль Western Shipyard – полный цикл работ вокруг судна. Судоремонт и конверсия, судостроение, инжиниринг и проектирование, портовые услуги и логистика, производство металлоконструкций, металлообработка, резка, цинкование, лабораторные и сервисные функции. Производственная база заточена под крупнотоннажные задачи. У группы два старых плавдока грузоподъемностью 27 и 30 тысяч тонн, а также установленный в 2020 году крупнейший в Балтии плавдок формата 235 на 45 метров и грузоподъемностью 33 тысячи тонн. По масштабу занятости Western Shipyard Group – крупнейший промышленный работодатель Западной Литвы. В 2024 году на предприятиях объединения было занято 2000 работников. Консолидированная выручка группы составила 182 миллиона евро. По сути, это экспортно-ориентированная индустрия. По оценке отраслевой ассоциации, экспорт в доходах группы составляет около 80%. А теперь о таком машиностроении, которое точно порвет шаблоны поклонников российско-белорусской пропаганды. Да, в странах Балтии довольно развита индустрия авиаремонта. И это серьезный бизнес с оборотом в сотни миллионов евро.
Magnetic МРО – один из крупнейших в Балтии провайдеров авиационного техобслуживания и ремонта МРО. Как юрлицо в Эстонии компания зарегистрирована в 2002, но свою историю ведет от 1995 года, когда работала как подразделение по техобслуживанию и ремонту Estonian Air. В 2010-х компания прошла этап ребрендинга Magnetic МРО, а затем вокруг нее был сформирован бренд Magnetic Group. В 2018 году предприятие было продано китайской Guangzhou Hanshin Aviation Technology. Профиль Magnetic – полный набор МРО-услуг для коммерческой авиации, базовое ангарное обслуживание узкофюзеляжных Boeing 737 и Airbus семейства A320, включая ремонт двигателей и отделку интерьеров. Это, по сути, экспорт услуг. Компания работает с международными операторами. По итогам 2024 года Magnetic Group отчиталась о выручке 172 миллиона евро. Совокупная численность работников группы – 717 человек. По самому эстонскому юрлицу Magnetic МРО АС оборот составил 141 миллион евро, общий штат – 430 сотрудников. Пока я готовил материал, прошла новость о том, что компания открыла совместно с Таллинским аэропортом новый центр технического обслуживания самолетов. Он позволит обслуживать одновременно на 2 самолета больше и обеспечит работой дополнительно порядка 80 специалистов. У Air Baltic в Риге сформирована самая мощная в Балтии база по техническому обслуживанию Airbus A220. Компания получила все ключевые европейские сертификаты на техобслуживание и может делать не только дежурный сервис между рейсами, но и базовое обслуживание в ангаре. С 2019 года Air Baltic выполняет на своих мощностях крупные плановые проверки уровня C-Check. Самолет на время выводят из расписания, частично разбирают и глубоко проверяют ключевые узлы и системы, после чего возвращают в эксплуатацию. Это снижает зависимость авиакомпаний от внешних подрядчиков и помогает экономить на обслуживании и простоях. Основной ангар в Риге рассчитан на одновременно 3 борта в базовом обслуживании. По данным издания Aviation Week, за февраль 2024 Air Baltic выполнила в сумме 31 C-Check в Риге. Там же приводилась оценка штата технического департамента – более 520 сотрудников. Стратегически Air Baltic наращивает именно эту компетенцию. Еще в 2021 году Рижский аэропорт публиковал планы строительства нового ангара площадью свыше 34 тысяч квадратных метров, рассчитанного на одновременное обслуживание до 7 А220. В том же сообщении прямо сказано, что компания рассматривает предложения по базовому обслуживанию от сторонних заказчиков по мере роста парка А220 у других операторов. Оборот именно ремонтного бизнеса Air Baltic в отчетности, как правило, отдельно не раскрывает. Это часть операционной структуры авиакомпании. Но масштаб компании в целом показывает вес техслужбы. В годовом отчете указано, что в конце 2024 года в группе работало более 2700 человек, то есть почти каждый 5-й задействован в ремонте. А общая выручка за 2024 год составила 747 миллионов евро. Потребность в свежих кадрах у ремонтного подразделения столь высока, что в 2024 году состоялся набор первых 57 студентов во внутреннюю техническую академию. FL Technics – один из ключевых игроков балтийского авиаремонта со штаб-квартирой в Вильнюсе. Компания возникла в 2005 году в экосистеме литовского авиахолдинга Avia Solutions Group и начинала с собственного ангара в Вильнюсском аэропорту. Сегодня FL Technics позиционирует себя как провайдер полного набора МРО-услуг. Линейное и базовое техобслуживание, устранение дефектов и структурные ремонты, в том числе металлы и композиты, модификации, хранение и парковка, инженерная поддержка и другое. В корпоративных материалах группы отмечается, что в Каунасе FL Technics построила крупный, около 8000 квадратных метров, технологически оснащенный ангар. Компания сертифицирована по ряду важных направлений, а в 2025 году получила одобрение на базовое техобслуживание Boeing 737 MAX, а также расширила допуск по линейке Embraer E170, E190. Выручка FL Technics в 2024 году в Литве превысила 200 миллионов евро. Чистая прибыль составила 25 миллионов евро. В общей сложности в компании занято 1180 работников. Но FL Technics – это не только Литва.
В отраслевых сообщениях и интервью руководства подчеркивалось, что оборот всей FL Technis Group за 2024 год ожидался на уровне почти 400 миллионов евро. Это означает, что порядка половины группового масштаба, то есть около 200 миллионов евро, приходится на операции за пределами Литвы. Базовое техобслуживание, помимо Литвы, группа предоставляет в Великобритании и Индонезии. Дополнительно у нее свыше сотни станций обслуживания самолетов на линии в разных регионах мира. Офисы и представительства находятся в Великобритании, Объединенных Эмиратах, Таиланде, Индонезии и Канаде. А инфраструктура логистики запчастей и компонентов включает склады как минимум в Лондоне, Франкфурте, Джакарте, Сингапуре и Майами. Kaunas Aircraft Maintenance Services, сокращенно КАМС, крупная литовская площадка авиационного техобслуживания в Каунасе, тесно связана с экосистемой Ryanair Group. Компания обслуживает парк узкофюзеляжных самолетов, прежде всего семейства Boeing 737, и работает как центр базового обслуживания в регионе. КАМС учреждена в 2013 году и за последующие годы стала одним из ключевых элементов Каунасского авиационного узла, где обслуживаются борта лоу-кост сегмента. В 2024 году КАМС получила сильный импульс к расширению. Ryanair объявила об открытии второго ангара в Каунасе. Начальные инвестиции порядка 20 миллионов евро. Суммарный объем инвестиций в инфраструктуру техобслуживания и ремонта около 40 миллионов евро. По заявленным параметрам, расширение увеличивает производственные возможности так, чтобы в ангаре одновременно можно было обслуживать до 4 самолетов. На уровне публичных коммуникаций это подается как долгосрочная ставка на рост компетенций и кадровой базы. Звучала цель порядка 400 рабочих мест на площадке. По последним финансовым и кадровым данным, за 2024 год оборот КАМС составил около 18 миллионов евро, а численность персонала превысила 360 человек. Почти вся деятельность компании имеет по сути экспортную направленность. Вторая часть выпуска о разваленном, если верить российско-белорусской пропаганде, машиностроении стран Балтии подошла к концу. Впереди вас ждет заключительная, третья серия, в которой я приведу пару десятков примеров крупных и интересных предприятий, действующих в сфере радиоэлектроники, которые, как я уже говорил в введении, в регионе особенно развиты и имеют своих больших звезд. До скорой встречи!